Приветствую, дорогие друзья! Снова с вами я, Александр Казмирович, и это «Христиане Европы». Сегодня мы снова оказались в Лодзе, и с нами пастор Руслан Назарев. Приветствую тебя, Руслан. Приветствую, очень приятно. Приветствую всех зрителей, и спасибо, что мы снова имеем вот эту возможность вместе иметь общение. Мы хотели бы, чтобы ты рассказал о себе немножечко, о своей жизни, как ты пришел к Господу, и познакомить тебя с нашими зрителями. Да, спасибо за эту возможность. Я думаю, ничего нового. Таких людей, как я, масса. Более 20 лет назад я услышал о Христе. Сам я родом из Украины, из Донецкой области, родился в городе Славянске, где жил все это время. И однажды, 22, наверное, года назад, я первый раз услышал об Иисусе, и, наверное, вот эта встреча стала знаковой. Вот. Меня пригласили в церковь, когда я был в состоянии полного отчаяния. Что я имею в виду? Вот были моменты в жизни, когда я просто стал задаваться очень серьезными вопросами. Вопрос, зачем я живу? Ради чего все то, вот, что я делаю, делает ли это меня счастливым? Какие результаты я вижу в своей жизни? Есть ли у меня семья? Есть ли у меня настоящие друзья, кто бы мог действительно подставить плечо вот во все негативные, скажем так, трагические даже моменты жизни, ну, которые тоже были, как и у многих людей. Мне сегодня 48 лет. Когда мне было 27, по-моему, лет, я первый раз услышал о Христе. Услышал от своих друзей, которых я встретил, с которыми я провел какое-то время, и я увидел очень большую разницу. На тот момент в моей жизни все, наверное, рушилось по-настоящему. То есть вопрос разочарования в людях, недоверия людям. Я разуверился в любви, в дружбе. Меня нередко предавали, потому что я сам был не лучший человек. И я понимаю, что у всего есть причины у любого следствия. Вот. И вот в таком положении отчаявшегося человека, который уже ни во что не верил, я вот, наверное, в таком состоянии я первый раз переступил порог церкви. Я плохо понимал, о чем говорили, я плохо понимал, о чем пели, но на меня произвело впечатление, наверное, это атмосфера. Это вот те люди, несколько сот людей, за которыми я просто наблюдал в течение вот этого двухчасового собрания. Я видел разных людей, разных возрастных групп, разных людей по социальному статусу. Я видел разных людей, но я понял тогда подсознательно, наверное, один момент. Всех их объединяет одно. Вот все эти люди, они искренне молились, они искренне пели. Кто-то радовался, кто-то в этот момент плакал. И я увидел, что религия, она является не частью, вот какой-то культурной, этической частью человека. И, в принципе, я всегда считал себя верующим. Наверное, в большей степени восточная религия или православие повлияло на меня. И, наверное, вот это была такая этическая и культурная сторона моей религиозной жизни. Вот. Я знал, что есть Бог, я, наверное, как-то чтил или с уважением относился ко всему, что называлось храмом, святыней, священством. Но по своей сути я был глубоко несчастный человек, и вот моя религия, вот то воспринятие Бога и теологии на тот момент, она не удовлетворяла мои внутренние потребности. Но то время, когда мне было 27 лет, и когда я первый раз переступил порог церкви, вот именно этот вечер, он что-то произвел во мне. Я не хочу сказать, что моя жизнь кардинально изменилась. Нет, в ней появилось, наверное, больше вопросов. Я стал больше задумываться над тем, почему вот эти люди так слепо доверяют вот словам проповедника. Почему эти люди так слепо доверяют книге под названием «Библия», которую, по моему твердому убеждению, написали люди? Почему? И я пытался искать или находить какие-то ответы на свои вопросы в каких-то теориях Блаватской, Ницше. Я интересовался вот какой-то философией, которая была на грани где-то даже оккультизма. Я много читал исторических книг, но я понимал, что вот чем больше я приобретаю какие-то знания, тем больше появляется вопросов, на которые нет ответа. И однажды пришел момент, когда все-таки я открыл маленькое Евангелие, которое мне подарили.
Ну, именно эта книга, именно вот это послание, вот этот месседж, он просто начал менять мое мировоззрение. Потом уже система ценностей стала меняться. То есть я стал себе задавать уже через призму Евангелия вопросы. Я стал просто делать такую ревизию своей жизни. Я уже был достаточно взрослый мужчина. И оказалось, что проблема не во внешних факторах. Это не люди, это не страна, это не культура. Это мое личное отношение к тому, что меня окружает. Вот. И Евангелие сделало свое дело. Евангелие – это действительно жизнь. Чем больше я читал, тем больше я понимал, что я человек, который действительно не имеет ничего. И вся, наверное, вина за то, что кто-то был обижен мною, где-то какие-то отношения я сам поломал собственными руками, она лежит на мне. И вот наверное, этот марафон, мое христианство, началось с глубокого осознания или восприятия себя как человека, который себя не оправдывает. Вот. И постепенно стали появляться друзья. Постепенно я просто поверил в настоящую дружбу, потому что я могу быть для кого-то другом и плечом. Это требовало усилий, это и сегодня требует немало затрат, ресурсов, времени, финансов. Я вкладываю в отношения. Вот. Сегодня кто-то кого-то называет друзьями, есть какая-то виртуальная дружба. Я понимаю, что практические вещи – это когда ты можешь быть принятым, услышанным, когда кому-то есть дело до твоих обстоятельств. Это сегодня ценно, как и 20 с лишним лет назад. Вот. Дальше я снова поверил в то, что есть настоящая любовь. В церкви я встретил свою единственную и любимого человека. Это моя жена. Семья. Я не знаю, как сегодня охарактеризовать вот все то, что я переживаю. Это такой спектр вот разных мироощущений. Но, наверное, люди придумали самое емкое слово «я просто счастлив». Счастливый человек – это не абсолютно совершенный человек, который не переживает какие-то негативные, вот, наверное, эмоциональные составляющие жизни. Счастливый человек – это тот, кто удовлетворен во всех ее сферах. Они не идеальны, эти сферы. Сфера семьи, сфера профессии, сфера взаимоотношений. Но счастливым тебя делает то, когда ты, преодолевая вот какие-то трудности, которые, может быть, создаешь ты сам, ты приходишь к конечному результату, оглядываясь назад, ты понимаешь, что ты прошел не один. И были те, кого ты можешь назвать друзьями. Тебя вмещают вот таким, какой ты есть, вот, когда мы говорим о семье. И ты понимаешь, что это самая большая ценность на сегодняшний день. И во всем этом ты понимаешь, что не ты, не твои какие-то усилия, а вот та внутренняя гармония, тот баланс, который мне дает сегодня Евангелие или сам Бог. Скажи, пожалуйста, вы покаялись вместе с женой или ты познакомился с женой в церкви? Мы познакомились в церкви, но покаялись мы, наверное, в одно время. Она немножко раньше, на несколько месяцев. Да, действительно, мы познакомились в церкви, и наши отношения, они начинались вот просто с каких-то приветствий, и мы немножко останавливались, и мы симпатизировали друг другу, но все это выражалось в форме, мы делились какими-то своими временными трудностями, и мы договорились, согласились молиться друг о друге, вот о наших обстоятельствах. Позже мы как-то посещали одну домашнюю группу, наши друзья проводили вот такие в своем доме такие встречи для изучения Писания, для общения, чаепития, вот, где мы могли делиться своими какими-то целями, наверное, мечтами, где мы больше в принципе узнавали друг друга. У нас не было вот таких, или точнее очень мало было каких-то личных таких романтических встреч. В большей степени мы узнавали друг друга, как мы потом в процессе уже размышляли. Наверное, это у нас было все время коллективные встречи. Всегда были коллективные встречи. И спустя какое-то время, наверное, спустя 2 года, у нас был очень такой один серьезный разговор, как у взрослых уже на тот момент людей. Мы задали вопрос друг другу, не просто вопрос наших эмоций в отношении друг друга, а вопрос каких-то решений. Готовы ли мы пройти всю свою жизнь, весь этот путь вместе? Вот таким было наше знакомство с женой. Я недавно познакомился с твоей женой, и мне кажется, она очень хороший, приятный человек. И мы надеемся, что в следующих видео мы как-то увидим вас вместе.
Было бы неплохо, мы согласны, А конечно. сегодня продолжим твою историю. И хотелось бы узнать, каким образом ты или под каким откровением Бог тебе показал, что ты должен быть служителем? Как ты пришел к служению? Ну, и я думаю, что когда мы говорим о каких-то фактических вещах, мы понимаем, что это процесс, и, наверное, каждая история или судьба каждого человека, каждого служителя, она по-своему уникальна. Уникальна, вот если смотреть через призму вот этого вопроса, как человек, кто-то получает откровение напрямую от Бога. В моем случае не было каких-то сверхъестественных переживаний, хотя наверное, вот уже на каком-то этапе, да, это было одно очень такое духовное переживание, это было видение, но все начиналось с того, что мой пастор однажды задал мне вопрос. Он говорит, он сказал о том, что ты никогда не задумывался над тем, что когда едет лошадь и везет повозку, на которой сидит погонщик, рядом есть же ребенок, которого называют пристяжной. Ведь проще бы было его поставить где-то в стойле, выкормить, и когда он будет уже сильным взрослым жеребцом, то его обучать, запрягать, чтобы он работал. Я говорю, нет, я никогда не задумывался. И он говорит, ты знаешь, вот когда мы несем служение, то очень важно, чтобы были рядом люди, которые уже видят это служение. Лошадь, которая тянет эту повозку, она уже не боится голоса погонщика. Ее не пугают какие-то инородные звуки. Она знает четко свою работу. И когда вот этот молодой же ребенок вырастает, то же самое, его просто впрягают. Его просто впрягают. Так, наверное, было со мной, потому что до того, когда меня рукоположили сначала на диаконское служение в Большой Церкви, вот до этого момента, наверное, 6 лет я уже был в активном служении. То есть я был рядом. Вот, пастор, служители брали меня на определенные встречи, вот, на деловые разговоры, на встречи консультирования, душепопечения, на проблемные какие-то вот моменты. Все то, что во всем этом можно исключить только момент, наверное, исповедания, где священник и человек. Вот, то я, наверное, был на большинстве из этих встреч. И так как-то я формировался, и меня готовили к служению. Потом мне посоветовали поступить и закончить теологический институт в Киеве. Потом было еще одно образование. Но я уже, в принципе, тогда был в служении. Внутренне я просто понимаю один момент. Вопрос призвания, когда мы говорим о призвании, я знаю, что это тема большинства молодых людей, не только. Вопрос, как понять свое призвание. Для себя я сформулировал это очень просто. Когда мы говорим о счастье, мы говорим, для меня счастье – это просто удовлетворение во всех сферах жизни, только лишь удовлетворение. А призвание для меня – это то, что я делаю и приносит мне это удовлетворение. Для меня призвание – это та работа, которую выполняю я, и эта работа для меня не бремя. Я знаю, что очень много молодых людей, мы часто проводим встречи с подростками, молодежью, я всегда задаю вопрос о выборе профессии, а ведь это призвание. По сути, это призвание. Профессия делает жизнь человека или очень скучной и обремененной, или сам процесс работы приносит удовлетворение. Не скажу, к сожалению, это, наверное, данность, которая присуща возрасту. Подростки, молодежь всегда отличались одним. И мы помним, наверное, с тобой себя. Когда мне задавали вопрос, кем я хочу быть, я хотел быть дантистом, потому что он много зарабатывает. Вот. И я думаю, что моя задача как священника, не только отца, но и священника, пастора, вот на молодежь и подростков в церкви, моя задача разъяснить или точнее натолкнуть человека на какие-то определенные умозаключения. Вот. Жизнь состоит, ведь по своей сути у нас очень много времени занимает именно профессия. И вопрос призвания, он достаточно глубокий, но он очень простой. Та работа, которая приносит мне удовлетворение, вот это и есть мое призвание. Очень много людей, окружающие нас, они просто проживают жизнь, это как бремя. Их может мотивировать зарплата, но у этих людей нет радости. И церковь, я не поддерживаю вот такой секуляритивный взгляд, я не отделяю церковь от общества. Мое христианство, в том числе, это социальная, бытовая сфера. Это сфера сожития какого-то в социуме, это сфера профессии, это все то, что формирует мои эмоции, руководствуясь которыми я что-то приношу Богу и что-то привношу в это общество. Поэтому вот
в вопросах призвания, я думаю, что все-таки как-то органично я стал делать ту работу, которая приносила мне внутреннее удовлетворение, за которое я не ожидал похвалы и финансов. И пришел вот какой-то период, когда я взял на себя ответственность, или мне предложили ответственность пастора. Это было в Украине, и во всяком случае в своем служении я скажу, что я не поддерживаю идею sabbatical или идею выгорания. Я не понимаю этого. Вот вопрос, когда человек говорит, что он выполняет работу священника, пастора, и вот он выгорает, я в это не верю. Выгорают люди, которые не умеют делегировать. Выгорают люди, которые не могут создавать команду и работать в команде. Вот, наверное, таким людям тяжело, и мне действительно искренне жаль братьев, вот, которые идут путем вот этого выгорания, когда все на одном человеке. По-моему, церковь это как, если хотите, корабль, там, где команда. Капитан не может быть коком и мотористом. Он может даже не знать, как это все устроено. Но для капитана очень важно быть человеком, который может организовать, вдохновить, показать цель и быть рядом с каждым из членов команды. Вот, наверное, сегодня такая моя работа. Вследствие твоего ответа я задам тебе вопрос. Когда-то мы, общаясь, я выслал тебе ссылку на, скажем так, анализ ситуации с пастырями на сегодняшний день. И в этом анализе был такой результат, что 60% пастырей сегодня себя чувствуют одинокими в служении. Как ты видишь решение этой проблемы? Ну, я сам по образованию социолог, и статистика, она со мной говорит. То есть Бог говорит через статистику. Я согласен. Но если мы имеем такую, на мой взгляд, наверное, очень кричащую статистику, это проблема, о которой уже нужно не только говорить. Здесь вопрос, наверное, какой-то обратной реакции. То есть я думаю, что нам необходимы такие встречи, на которых мы могли бы, вот в каких-то, пусть это будут малые группы, чтобы у нас были доверительные какие-то вот такие беседы. Но на самом деле одиночество служителя – это не что-то уникальное. На сегодняшний день, вот исследуя этот вопрос, я знаю о том, что в ряде европейских стран, и, кстати, в Украине тоже, я не знаю, как это происходит вот в Беларуси, Казахстане и так далее, я знаю, что в Украине сегодня в медицине есть такое же понятие «одиночество в толпе». С этим сегодня работают психоаналитики, психотерапевты, работают над этой проблемой и лично с людьми. Одиночество в толпе. Человек может быть на предприятии, человек может быть в социуме, в семье. У человека есть круг общения, но он до конца не услышат и не принят. Пастора, я не думаю, что это что-то уникальное. Пастор ведь это тоже человек. И его призвание или это служение, это труд, он подразумевает колоссальную ответственность. И да, я понимаю и знаю, что есть вот такие моменты в жизни, и здесь вопрос не в том, что человек делает что-то неправильно. Здесь вопрос в том, как мы, как общество, относимся вот к этой, если хотите, профессии или к этой позиции пастора. Ведь это только лишь человек. И он имеет право на личное пространство, у него также есть семья, у него также масса проблем. Буквально вчера я был в Познани у своего друга, у пастора, и он сказал мне такую фразу о том, что человек живет и проживает свою жизнь, каждый. Он справляется со своими проблемами, трудностями, но только лишь священник, который проживает свою жизнь как человек, который сталкивается с проблемами и трудностями, но он еще... Ему необходимо, обязан, может некорректное слово, ему необходимо или от него ожидают, что он будет еще нести бремя проблем, трудностей, переживаний других людей. И, наверное, вследствие вот этих вопросов многие пастора чувствуют себя одинокими. Но если брать чисто техническую и структурную часть, то я благодарю Бога за Евангелие и апостольские послания. Я возвращаюсь всегда к Библии, для меня это фундамент и авторитет. И святой апостол Павел, он написал ряд внутрицерковных посланий, где он показал структуру института церкви глазами самого Бога.
Сам Христос сегодня является главой, для нас это не секрет, и мы понимаем, что там, где руководит Иисус, там всегда порядок. Я обращаю внимание на жизнь и служение Иисуса. В Его служении был абсолютный порядок. И церковь, поместная церковь, ну, например, вот я пастор второй церкви, так вот случилось. Я думаю, что сегодня, может, мы немножко об этом поговорим, почему так случилось. То мое служение, оно строится прежде всего, вот внутри церкви есть определенная структура. То есть я уже говорил о том, что это командная работа, это делегация полномочий, это разделение ответственности. И как пример внутри церкви мы поощряем людей на инициативу. Мы говорим о том, что люди приносят идею не мне как пастору, они приносят в лидерский состав церкви. Структура нашей церкви – это пастор, это церковный совет, это совет служителей и лидерский состав церкви. То есть это люди ответственные за служение и активные в служении. И люди приносят в лидерский совет церкви какую-то идею. И когда мы соглашаемся с ней, то мы разделяем ответственность. Получится – это у нас получилось. Не получится – не человек виновен в том, что мы потратили церковные ресурсы, время, финансы и так далее. На фоне поместной церкви как частью какой-то структуры то же самое. Одиночество может быть тогда, когда человек, наверное, служитель в своем служении, он реально один. Он и Бог. Конструкция или понимание моего христианства, я не говорю пасторства, я говорю в общем христианство. В моей жизни как христианина всегда должны быть люди, которым служу я. И мы об этом знаем. К этому побуждает Библия. Но в то же время, наряду со всем этим, должны быть люди, которые служат мне. Я сегодня, как пастор поместной церкви Слова Веры в городе Лось, вхожу в орбиту или в братство, в объединение церквей Слова Веры. В свою очередь мы входим в объединение Кощева, Зеленосвяткова, Польши. И я подотчетный человек. Я не просто подотчетный в своей работе. У меня есть пастор. Хоть и я пастор, у меня есть пастор. У меня есть тот человек, которому я могу говорить о своих ошибках, недопониманиях, о том, что меня сегодня угнетает, о своих слабостях и о своих ошибках и грехах. И вот именно это держит меня на плаву. Я не считаю, что я одинок. Моя жена многого не знает. Это мое кредо, и так меня научили. Мои предстоятели, мой пастор, моя жена не знает очень многих процессов, которые происходят в церкви. Я стараюсь оградить свою семью от всего негативного. Мы говорим о каких-то негативных моментах церкви. Вот. Но она знает о том, что у нас очень хорошая церковь, очень дружная семья, что у нас практически идеальные люди, и мы не знаем, за что нас Бог любит так и благословляет такими людьми. Вот. Но все негативное и позитивное, но негативное я приношу своему пастору, и у меня есть друзья пастора, мы строим отношения. Поэтому я думаю, что вопрос одиночества пастора – это, наверное, в большей степени не только лишь проблема самого пастора, это, наверное, проблемы структуры. Вот поэтому важны объединения. Поэтому очень важно быть подотчетным человеком, поэтому важно выстраивать взаимоотношения, где ты можешь быть подотчетным человеком и делиться тем, что происходит в твоей жизни. То есть мы дополняем очень друг друга и корректируем друг друга. Поэтому я благодарен Богу за то, что сегодня я часть объединения, за то, что у меня есть пастор, за то, что мы входим в орбиту объединения польской церкви, и у нас есть не только диалог, у нас есть взаимоотношения. Вот. Я за это благодарен Богу. Поэтому вопрос моего личного мировосприятия, вот я не чувствую себя одиноким человеком. Но я знаю, что вот статистика говорит, что проблема это есть, и хотелось бы больше как-то встречаться, говорить на эти темы.